Привет! Сегодня будем делать ништяки для вот этой лампы. Это такое световое кольцо на телефон или мини-кольцевая лампа с 3 режимами яркости. Покупала ее в Галамарте, раньше она стоила рублей 250-300, сейчас она немножко в другой форме за 500. Это очень удобная штука для ситуации, когда нужно что-то снять при плохом освещении. Потому что когда освещения камере не хватает, фотографии получаются более шумные и низкого качества. А световое кольцо легкое, не занимает много места. По теплоте лампа дает скорее холодный свет, максимум дневной. Мне интересно, еще кто-нибудь пользуется такими лампами? Напишите, если у вас есть такая и где вы брали, потому что мне кажется, что, например, удобнее было бы иметь лампу с USB-зарядником, чем батарейки. Сегодня я хочу сделать цветовые фильтры или линзы на это кольцо. Иногда хочется сделать какие-то более стилизованные фото, но RGB-ламп у меня нет, никак не дадут руки заказать, поэтому буду выкручиваться подручными средствами. Фильтр проще всего сделать из чего-то прозрачного, пластика или стекла, которая покрыта таким полупрозрачным пигментом, то есть затонирована. Самый-самый простой способ сделать цветную линзу, если вообще ничего не хочется делать, это просто приобрести такого плана папку для документов. Она полупрозрачная, она нам подходит. Она пропускает свет, и подсвеченная нами область будет иметь оттенок. Чтобы сделать цвет насыщеннее, можно сложить папку просто пополам. У меня есть еще розовая папка. Это 2 таких ходовых цвета, как мне кажется. Розовая более прозрачная, но тоже работает. Конечно, я покажу кадры, как это все выглядит на фото. А сейчас попробуем сделать самодельный вариант. Какие идеи на примете? Я сначала попробовала сделать из бумаги для того, чтобы сразу отмести эту идею. Во-первых, возможно, и в этом проблема, но надо обязательно делать линзу внахлёст. То есть мало сделать полоски по ходу самой лампы, потому что с боков просвечивает белый свет. Второй момент в том, что я не особо заметила яркость отдаваемого цвета, то есть бумага сильно задерживает свет. Я красила ее с 2 сторон акриловой краской. Какой еще есть вариант, который бросается в глаза? Это сама упаковка от ламп. Можно сделать либо дополнительные вкладыши внутрь, либо покрасить саму пластиковую часть в нужный цвет и таким образом потом ее использовать. Но надо будет обрезать вот эту вот всю часть, если есть необходимость крепить лампу на телефон. Второй вариант, что мне попалось просто под руки, это крышка от мороженого 50-50. Поставь лайк, если тоже его любишь. Ее тоже можно покрасить. У меня есть такой пластиковый контейнер. Я их покупала специально для одного проекта, вот Shrink Plastic. Еще как вариант можно использовать какой-нибудь файлик, попытаться его окрасить. Но мне показалось, что этот вариант слишком запарный, и я его пробовать не буду. Есть еще такой способ. Результат с ним я выложу в следующем коротком видео на ютубе, который типа шортс. Оно будет у меня на главной странице. Еще нашла дома вот такой вот контейнер, он тоже будет в шортс. Чем можно покрасить пластиковые заготовки? Я буду использовать акриловые краски и смесь акрилового лака с колером. Колеры вот такого плана куплены в Leroy Merlin рублей за 35. Можно брать любого бренда, но важно посмотреть на состав. Есть колеры, которые можно использовать самостоятельно, то есть в них уже есть акриловая дисперсия. А есть колеры, где просто в составе вода или спирт и пигмент. Вот, здесь пигмент, вода, многоатомный спирт. То есть здесь нет никакой связующей базы, никакого клеющего вещества. Такие колеры смываются водой, почти не высыхают и оставляют маслянистость. Если у вас колер с акрилом в составе, то можно акриловый лак не добавлять. У меня нет, поэтому я добавляю. У меня есть самодельный замешанный акриловый лак, об этом будет отдельное видео. Я нашла, где взять концентрированный акрил. Из него можно сделать акриловые краски, имея вот этот самодельный акриловый лак и колеры. Я налила акрилового лака. Буду добавлять розовый колер. Пробую окрасить саму упаковку от ламп. Поняла, что цвет довольно прозрачный, поэтому добавляю еще пигмента. Первый слой лучше положить довольно тонко, чтобы он хорошо и основательно просох. Это будет как бы грунтовкой. Захожу на бока, потому что если этого не сделать, то все будет просвечивать белым светом. Я оставляю это так до высыхания, затем нанесу еще 1-2 слоя по необходимости, чтобы не было просветов в тонких местах. Дальше буду красить крышку от мороженого. Буду покрывать обычной акриловой краской из магазина. Это детская акриловая краска. Здесь вопрос кроется в том, будет ли она пропускать свет. Потому что она может иметь белую базу в составе, то есть добавление диоксида титана. Беру сначала краску с крышечки, здесь она плотнее. Это очень интересный вопрос, какую базу имеет краска, так как она создается для того, чтобы рисовать на белой бумаге,
бумаги, значит, ей не нужен такой уж плотный цвет, но, вероятно, для того, чтобы перекрывать какие-то другие цвета, ей нужен белый пигмент в составе. Поэтому посмотрим, что будет лучше пропускать цвет и давать более насыщенный оттенок. Оставляю на просушку и потом дополню 1-2 слоями краски. Помимо акриловых красок можно взять спиртовые чернила или спиртовые маркеры, но, скорее всего, будет большой расход. Скажу точно, что обычные фломастеры здесь точно не подойдут. Во-первых, они полупрозрачные, во-вторых, они не держатся на пластике и будут просто скатываться капельками. Сейчас буду делать варианты из пластикового контейнера. Отрезаю крышку, буду использовать только ее. Я хочу попробовать синий цвет. Буду использовать синюю краску из набора, акриловый лак и синий колер. Смешаю просто все вместе. Синий колер Luxence, тоже из Leroy. Это базовый синий цвет, хотя правильно было бы сказать голубой концентрированный. У меня, кстати, простые детские акриловые краски, цветик 6 цветов. Здесь тоже базовый синий или голубой пигмент. Вот такое у меня здесь море красивое. Заполняю краской всю крышку. Аналогично сушу и еще 1-2 слоя сверху. Вот так выглядят линзы или фильтры в окончательном варианте. А теперь посмотрим фото, которые у меня получились с этими цветными фильтрами. Также скоро в коротком видео покажу, как работают крышки от пищевых контейнеров, так что не пропусти. Подпишись, если смотришь меня впервые, и не забудь поставить лайк, если тебе было полезно. До скорых встреч!